Всем огромный привет, меня зовут Денис, и вы находитесь на канале Лесной. Канал о моем образе жизни. Жизнь и быт в западно-сибирской тайге на моей таежной даче, друзья. Как многие из вас знают, весна, и должен проснуться хозяин тайги. Хозяин тайги — это медведь у нас. Если он обитает на этой территории, но он стопудово обитает, потому что в тот год его не было здесь. Старая прежняя изба, которая у меня сгорела, каждую весну он ее посещал. Ну, я делал некие мероприятия, чтобы он не разграбливал избу. То есть, когда вы придете, а тут все разворочено, все разломано, все разворочено, все переломано. Короче, жесть. Кто видел, когда приходит медведь в избу, что он там творит, когда хочет кушать, он пойдет на все, друзья. И покажу вам сейчас, какие мероприятия я провожу для того, чтобы этого избежать. Ну а также в процессе съемки расскажу вам, как избавиться от мышей, чтобы не было мышей в вашей избушке, в вашей лесной избушке, таежной избе. Мыши нет-нет появляются со временем, но когда я провожу мероприятие по устранению мышей, их на полгода исчезает. Ну, неприятно, когда приходишь ты в избу, у тебя на столе все в какашках, все постельное белье, все тоже в помете в мышином. Мне неприятно. Вам, наверное, тоже, да, друзья? Напишите в комментариях, как вы избавляетесь от мышей в своей избе. Или вам безразлично это. Так, ну ладно, первым делом, чем я занимаюсь, это все продукты, которые остались после зимы, надо их убрать в бочки. До этого вы видали, две бочки у меня стоят зеленых. Я туда беру все продукты, слаживаю, которые у меня тут есть. Слаживаю бочки, привязанные тросом к дереву. Если даже медведь придет, он начнет и ворочать эти бочки, он порвать их не порвет, будет жить около них, ну, запах оттуда еды будет идти. Но с ними ничего не делать. Проверено временем, друзья. Вешал я эти бочки и на деревья, залазил он и на дерево, скидывал их, и топил в речке, в ручье уносил, приходил осенью, бочки нету, а бочка у нас, оказывается, в ручье лежит. То есть все продукты, все, что там было, все похерено. Но потом начал привязывать, и все, как бы проблема эта ушла. И главное не оставлять еды. Запасов зимы осталось море. Каждый раз, ну, приехал на избу, отдохнул тут, в баньку сходил, попарился, поработал там. Домой уезжаешь, что-то остается, думаю, ну, оставлю, пускай оно лежит здесь, как бы. В следующий раз приеду, буду знать, что у меня там есть. Ну, каждый раз, в следующий раз я приезжаю сюда, и каждый раз приношу что-то новое. Печенек у меня просто тут, я не знаю, на целую гурьбу хватит здесь сидеть неделю, чаи гонять с печеньками. Печеньки, конфетки. Такое печенье. Короче, друзья, жесть. Как бы и немало, ну и немного. 4 пакета насобирал. Плюс, главное, надо убрать с избушки все продукты питания. Сахар, чай, масло, там, что там, ну, вообще банки какие-то, тушенка, может, какая-то лежит там. Все это надо поубирать. Все, что связано с едой, с чаепитием. Короче, я все убираю. И, друзья, я вам скажу, когда я начал вот так вот делать, медведь заходит в избушку, походит, понюхает,
ничего съедобного нету. И он начинает оттуда уходить. Ну, еще надо будет, конечно, оставить двери открытыми, чтобы он не сломал их. Потому что если он захочет залезть, он может залезть через крышу, может выломать дверь, ну и выломать окошко. Так что проще оставить открытой дверь, пускай зайдет, посмотрит, что тут ничего нету и сваливает отсюда. И можно было, конечно, в этом ящике их оставлять, но этот он оторвет, как, не знаю, как тузик грелку, наверное. Сорвет ее, распотрошит. Тут железо очень-очень тоненькое, друзья. Ну, пакеты видели, сразу я распределил. В один пакет у меня там дошираки, всякие там макароны, рис. Другой пакет у меня сладости, ну, конфетки, печеньки, бараночки. Ну, а там, где чай, сахар, отдельно соль и всякие масла, приправы там. Тоже все, чтоб надо, что-то надо, достал, открыл пакет, сразу понял, что у тебя. Потому что когда все вот так вот вперемешку, оно как бы, ну, сам потом замучаешься это все искать и собирать. Так. Так, у меня сейчас все в одну бочку влезет. Наверное. Да. Ну и потом накрываю пакетом, чтобы вода, когда дождь пойдет, туда не затекала. Ну как бы не затекала, пока вроде метод вот этот, друзья, помогает. Ну, а во второй бочке будет у меня еда для собак. То есть сухой корм у меня там на всякий случай. То есть я их как бы редко кормлю сухим кормом, но купил, друзья, для того, что бываешь, приезжаешь в тайгу поздно вечером с собаками, уставший, не спавший, не жравший, а собак надо покормить. Ну, такой быстренький вариант там. Насыпал их сухого корма, с тепленькой водицей разбавил, и как бы нормально. Собаки употребляют, не жаловались. Кстати, настроил фотоловушку. Ну, как настроил? Проверил, вернее, всю зиму она у меня стояла, была включена. Проверил сейчас, думаю, может, аккумулятор сел. Нет, аккумулятор всю зиму. Морозы стояли такие. Всю зиму проработала. Сейчас включаю, проверяю. Аккумулятор до сих пор полный заряд, друзья. Ну, проверил для того, чтобы вдруг придет хозяин. Ну, не хозяин избы, хозяин избы. Я хозяин тайги вот этой. Если он придет сюда, если он сюда придет, то я этот момент, конечно же, завпечатлю. Ну и вам покажу обязательно. Так, ящик тоже надо обязательно оставить открытым. Ну, там запах еды, запах пищи, если будет закрытый он,
Мне уже как бы неудобно его руками открывать, как я за ключик. Он не откроет, он начнет его разворачивать, и ящик повредит. Лучше пускай будет открытый. Придет, посмотрит, ничего нету. Зайдет в избу, посмотрит, ничего нету. Развернется, друзья, и уйдет. Ну и, конечно же, самое немаловажное мероприятие — это закрыть надо окошко. Обязательно. У меня вырезан вот такой лист фанеры под размер окна. Я его закрываю. То есть оттуда, с той стороны, не будет света. Отсюда просвета тоже не будет видно. Потому что Михаил Потапыч, он такой любитель, что может зайти в дверь, а выйти в окошко. Либо зайти в окошко, выйти в дверь. То есть хрен по его поймешь, как он вообще ходит туда-сюда. А с той стороны еще потом, когда перед уходом, у меня рулонная штора, видели, да? И, как сказать, ее тоже закрываю оттуда. И, надеюсь, он никуда не денется. Ну, в следующий раз приеду, также возьму отверточку. Конечно, надо сделать такие, ну, загнуть гвоздик, быстро съем, отогнул, поставил, убрал. Надо. Что-то я постоянно с отверткой заморачиваюсь, хожу, кручу, верчу ее. Ну да ладно, суть не в этом. Главное, чтобы оно, вот это дело у нас функционировало. На улице немножко потеплело, плюс 1 градус показывает. С утра часов 10, наверное. Да, часов 10 встал, шел хороший такой, друзья, снежок. Я думал, он зарядит на целый день, но нет. Нет, все начало таять, с крыш весь снег побежал, и все тает. А сейчас идет дождик уже. Сегодня надо будет выдвигаться в сторону дома. Ну, по прогнозу было нарисовано, что сегодня дождь. Не знаю, поеду, промокну или нет. Как уже многие из вас знают, что я приоделся в новый комбинезон от компании King Hunter. И материал этого комбинезона, он водонепроницаемый. Написано, смотрите, винт стопор. Испытаем заодно и проверим. Ну а потом, если вам будет интересно, пишите в комментариях, я вам обязательно расскажу что-то дополнительное, что-то интересное, свое мнение, как этот костюм в эксплуатации. На улице идет сильный ветер, друзья. Если в видео будет шум какой-то, который вас будет смущать, но он меня тоже смущает, конечно, то сильно, как сказать, не ругайте меня. Такие уж у нас погодные условия. Ну а теперь о мышах. Если вы не хотите, чтобы в вашей таежной избе находились вот такие вот грызуны, паразиты, переносчики всяких заболеваний, то есть один проверенный способ. Ну, конечно, его хватает не на всю жизнь, но, если честно, я вам скажу, за сезон, наверное, за год, это будет 3-й раз, когда я буду использовать это средство. То есть я использую это средство, и вдобавок у меня стоят мышеловки. То есть в прошлый раз приехал, мышеловки, мышь. В этот раз приехал, в мышеловке, мышь. До этого их не было. То есть появлялись, опять мышеловка попадается, я беру опять средство и
начинаю им обрабатывать. После этого мышей нету. Ну, пускай даже 5 месяцев, 4-5 месяцев. Но это и то, друзья, очень-очень хорошо. Но не люблю я вот этих. Ну, а средство у нас это обычная перечная мята. Эфирное масло перечной мяты. Посоветовал мне мой подписчик. Моя подписчица. Точно не помню. Извините. Взял это средство, попробовал его, и я вам скажу, результат просто огонь. Пойдемте, сейчас немножко вам покажу, как, что им надо сделать. Просто берете тюбик перечной мяты и начинаете капать. У входа несколько капель. И вот так вот в углах где-то на избушке, где, возможно, мыши будут ходить. Ну, как ты откуда знаешь? Они будут ходить везде. Так вот поднабрызгиваю. Чтоб запах стоял. У меня вот мышеловка стоит, вот мышеловка. Третья заряжена мышеловка. И где-то еще одна. А, вот еще одна. Под раковиной мышеловка. То есть напшикал. Ну, где-то я полтюбика за раз у меня уходит. И потом открытый тюбик оставляю, ну, где-нибудь около входа. Дверь, потому что будет открыта у меня. Как я уже сказал, чтобы медведь зашел. А мыши, когда будут сюда заходить, они будут чуять запах эфирного масла, перечной мяты, и больше сюда не вернутся. Вот такой, друзья, нехитрый, простой, но действенный способ избавиться от мышей в любом месте. Пусть это будет таежная изба, таежная дача, хоть дом, сарай, хоть где. Можно просто взять, если у вас растет мята, у нас она не растет, можно просто веточки мяты, там веничек где-то разложить, положить и пускай. Ну, для меня самый простой способ это купить перечную мяту, этот баллончик, ну, баночка там сколько, 10-30 миллилитров, не знаю. Выходит там 200 рублей и работает четко. Фу. Труханул, друзья, прям жесть. Всегда этого опасался, когда сильный ветер на улице. Бывает, хожу, оглядываюсь наверх, как бы по макушке ничего не прилетело. Сейчас стою. Блин, как этот момент не снял, взял камеру, выключил. Представляете, вот эта вот кочерыга падает вот с этого дерева прям вот сюда. Я только отхожу, шаг делаю, и она вот так вот хрись сюда. Блин, аж жутко. Вот так вот один в тайге, по башке прилетит палка. И все, кранты. Может убить, а может и дурачком остаться. Блин. Чуть не убило в тайге меня. Прямо, знаете, мотор заколотило.
Главное не думать о плохом. Либо в каске ходить. С работы может каску приволочь. И в каске в лесу ходить, в ветер. Ну прям это... Прям аж ножки подзадрожали. Сейчас пару чурбаков колотну, чтобы... Ну, печку не буду уже топить сегодня. А чтобы... Ну, к следующему приезду у меня уже были сухие, наколотые дровишки. Та-ра-та-та-тай-тай. Так, ну, вроде все. С делами разобрался. Все, что хотел, сделал. Будем, друзья, потихоньку, помаленьку собираться в путь-дорожку. Но перед отъездом надо выпить немножко чая. Пойдемте посидим, 5 минут со мной в избушке поговорим и будем разбегаться. Сейчас перекушу, сделаем пару бутербродиков себе. Батон, майонез и сосиски. Чай попью. С утра я поел, покушал хорошенько, плотно, можно сказать. Ну, не с утра, это было ближе к 12 часам дня, да. Вчера я готовил курицу в казане. Бедрышки нарезал на кусочки, с луком обжарил и картошку фри делал, тоже в казане все. Если интересно, посмотрите мой предыдущий ролик, ссылка будет в конце видео, друзья. Время уже 4:30. А путь домой сейчас не близкий, как бы, то надо немножко перекусить. В дороге захочешь, не будешь же останавливаться, чтобы поесть. Вот. Часа полтора, наверное. Каких часа полтора? Сейчас, наверное, часа 2-2,5, наверное, ехать мне до дома. Сюда я ехал по Насту. Наст держал хорошо. А сегодня, друзья, не знаю. Сейчас идет дождь. Как бы он не размяк. И как бы не пришлось мне по дороге немного повыделываться. Чего я категорически, друзья, не хочу. Блин, зачем дождь пошел? Как бы не хотелось, не планировал я сейчас ехать. Ну, неприятно в дождь, конечно. Конечно, вы сейчас скажете, нужна крыша, Дэн. Нужна крыша, нужен кунг. Да, нужен. Но и без крыши, и без кунга есть свои минусы. И есть свои плюсы.
То есть везде есть свои плюсы. Как-то я ездил раз после зимы, ну это было недавно. То есть деревья, которые снегом придавило, концы у них находятся под настом. И чтобы там проехать, надо было там рубить целую аллею. А тут я спокойно проезжал, голову наклонил, она надо мной, и вот так вот. Даже ни одного дерева не пострадало. Как бы, ну, самый большой минус, да, это все, что движется на этом транспорте в сырую мокрую погоду, в дождь, будет все мокрое. То есть я буду мокрый, и все мои шмотки будут мокрые. Ладно, друзья, допиваю чай и буду выдвигаться. Допью чай, скидаю коробки, рюкзак, шмотки, аппаратуру. Все сложу и поеду в сторону дома. Ну, а вы не забывайте подписываться, ставить лайки и писать комментарии. Обязательно пишите. Всем пока.